Приветствую тебя на канале Blondie Chain. Сегодня в видео мы сделаем обзор проекта MintLayer. Это блокчейн, который построен на биткоине. Разберемся, что приносит проект в мир децентрализованных финансов, какие его главные преимущества и какая выгода от него нам, обычным пользователям. С тебя лайк, обязательно проверь, подписан ли ты на мой канал, потому что полезные видео выходят каждый день, и ты не должен их пропускать. А мы погнали к обзору. Что же такое MintLayer? А MintLayer – это долгосрочное безопасное решение для масштабирования и ускорения будущего децентрализованных финансов. Как заявляет проект на своей главной странице сайта, MintLayer – это блокчейн, соответствующий требованиям завтрашнего дня, который улучшает прямую совместимость токенов и дает возможность торговать ценностями, создавать системы и функциональные возможности. Сегодня устойчивость редко учитывается при разработке технологии блокчейна. Следовательно, мы сталкиваемся с проблемой. Блокчейны сильно загружены, что приводит к скачку комиссий за транзакции, и пользователи сталкиваются с высокими барьерами при запуске узла. Это все нивелирует основную особенность технологии блокчейна – децентрализацию. В настоящее время экосистема DeFi работает на блокчейне Ethereum, где узлами могут управлять только специализированные серверы, а не обычные пользователи. Эта политика ничего не дает с точки зрения удобства использования сети, поскольку комиссии стремительно растут. Отсутствие перспективной устойчивости и долгосрочных планов по масштабируемости в сочетании со сложной технической архитектурой делают Ethereum неподходящим долгосрочным решением для действительно децентрализованных финансов. Перегруженная сеть не может гарантировать надлежащую функциональность DEX без решений вне сети, таких как Lightning Network, в то время как гигантские узлы все дольше синхронизируются. Более того, сейчас сеть заставляет пользователей и инвесторов сталкиваться с рисками при взаимодействии со смарт-контрактами. MintLayer хочет создать самую первую устойчивую архитектуру для децентрализованных финансов, унаследовав свою модель безопасности от биткоин. Это ли не первый звоночек, что DeFi может существовать и на биткоине? Давайте разбираться подробнее. Проект хочет расширить возможности биткоина с помощью боковой цепи. Какие возможности это открывает перед нами? Первое – это экосистема токенизации, что дает возможность токенизировать недвижимость и другие активы на первичном и вторичном рынках с помощью технической архитектуры, соответствующей законодательству. Поддерживает налогообложение, инвестиционные выплаты и другие токеномические модели для служебных токенов. И здесь нет нативного газового токена. Второе – это децентрализованные финансы, что позволяет хранить свои активы, одалживать их, занимать и торговать в единой сети с кошельком, который собирает все, что у вас в руках, не разглажая приватные ключи. Вы просто наслаждаетесь большей надежностью. Третье – передача токенов и обмен. Двусторонняя привязка позволяет криптовалютам из разных блокчейнов взаимодействовать по одному протоколу. Благодаря унаследованным функциям Bitcoin MintLayer предлагает более высокую пропускную способность и более низкие затраты для всех транзакций. Протокол MintLayer планирует устранять недостатки Ethereum и расширяет его возможности в инфраструктуре Bitcoin. Давайте посмотрим, какие именно. Обеспечение масштабируемости. Пакетная обработка транзакций сокращает размер транзакций до 70%, снижая комиссию и загруженность сети, в то время как сеть Lightning Network второго уровня увеличивает пропускную способность транзакций. Усиление децентрализации. Меньше препятствий для запуска узла помогает достичь истинной децентрализации. Кроме того, встроенный DEX позволяет осуществлять прямые P2P переводы без риска цензуры или вмешательства. Consensus Dynamic Slot Allotment DCA совершенствует POS и устраняет его недостатки, повышая безопасность сети с помощью блокчейн биткоин. Повышение совместимости. Возможность использования нескольких токенов в сети. Передача между блоками, группировка транзакций с несколькими токенами или даже привязка входа и выхода. Включение конфиденциальности. Структура пакетной обработки помогает маскировать индивидуальный баланс и передавать данные. Появляется возможность создавать токены с дополнительным режимом конфиденциальная транзакция для большей анонимности. Уменьшение комиссий. MintLayer позволяет финансовым рынкам работать без текущих ограничений блокчейна, обеспечивая более дешевые и быстрые транзакции без собственных токенов газа. Как говорит сам проект, финансовым рынкам больше не приходится выбирать между децентрализацией и масштабируемостью, приватностью и удобством, скоростью транзакций и комиссией.
Проект обещает беспрецедентную безопасность с помощью инновационного механизма Proof of Stake. 3 измерения для устранения угроз безопасности. Первое – это привязка к биткоину, поскольку каждый блок Mint-Layer привязан к блоку в биткоине. Используя временное пространство в биткоине, каждый раунд Mint-Layer длится 1008 блоков биткоинов, либо же неделю по временным рамкам. Это освобождает Mint-Layer от зависимости от внешних источников при проверке времени, решая проблемы блокчейна на основе Proof of Stake. Второе – это система контрольно-пропускных пунктов. Такая система контрольных точек протокола защищает Mint-Layer от дальних атак Proof of Stake даже в случаях, когда один участник может получить более 50% сети. Любой участник сети может установить контрольные точки от Mint-Layer в биткоинах, чтобы обеспечить необратимость сети. Третье – это рандомизированный выбор. Для создания и проверки блоков протокол выбирает случайных участников. Это гарантирует, что каждый пользователь имеет равные случайные шансы на участие в обслуживании сети в зависимости от суммы ставки. Давайте посмотрим, что же с масштабируемостью. Пользователи могут объединять несколько токенов в одну транзакцию для повышения масштабируемости. Размер блока ограничен 1 мегабайтом, а агрегация подписей уменьшает размер каждого платежа на 70%, чтобы избежать загрузки сети. Где же можно применять эти технологии? Мы разберемся на простых примерах того, как это поможет децентрализованным финансам и с помощью каких инструментов это будет реализовано. Начнем с кошелька, поскольку полный спектр пользователей от инвесторов до начинающих трейдеров получат выгоду от кошелька Mint-Layer. В этом решении, не связанном с хранением, пользователи могут получить доступ к своим средствам из аппаратного кошелька, либо же с помощью закрытых ключей. Пользователь получает возможность хранить, либо же передавать любую криптовалюту или использовать существующие врапнутые токены из любых блокчейнов, а также запускать узлы с любого устройства. Следующий инструмент называется токенизация. Mint-Layer объединяет токены из разных блокчейнов во взаимосвязанную экосистему. Протокол поддерживает токены безопасности, токенизацию активов, деривативы и многое другое. Поэтому пользователи могут выбирать предпочитаемый тип инвестиций. С функцией возможно перенести токены из других блокчейнов, создавать децентрализованные комплексные приложения и выпускать токен без технических знаний. Третий инструмент – децентрализованная биржа. Протокол запускает встроенный DEX. Пользователи могут подтвердить свою личность из приложения из кошелька и получить доступ к сделкам с токенами безопасности. Осуществлены такие функции, как возможность делиться ордерами и инициировать сделки без сторонних посредников, обменивать биткоин кросчейн прямо на Mint-Layer, а также торговать любыми активами прямо из кошелька. Давайте еще рассмотрим use cases в конкретно финансовом секторе. Децентрализованная торговля, возможность пользоваться встроенным обменом, свопами P2P, торговать активами на Mint-Layer, либо торговать биткоином в собственной сети. Возможность использовать встроенные децентрализованные инструменты для сбора средств на первичном и вторичном рынках в соответствии со списком контроля доступа. Стейблкоины. Совместимость с Lightning Network позволяет использовать стейблкоины для предоставления пользователям более быстрых и дешевых транзакций. Следующее – некастодиальное хранение активов. Защитите свои активы под приватными ключами. В едином кошельке Mint-Layer хранятся все криптовалюты, токены, а также NFT. Децентрализованные приложения DeFi. Неполные смарт-контракты обеспечивают надежность и предсказуемость результатов для DApps, поддерживают модели налогообложения, распределения дивидендов и другое. Конфиденциальные расчеты – это группировка транзакций, которая перемешивает историю платежей и баланса, чтобы сделать транзакции анонимной. У проекта также есть своя собственная экосистема, которая называется Mint-Layer Ecosystem Fund. Это партнерство между инвесторами и другими заинтересованными сторонами экосистемы Mint-Layer, призванная стимулировать инновации в растущей экосистеме DeFi, ориентированные на биткоины, которая строится на Mint-Layer. Члены фонда в основном инвестируют в проекты, которые привносят что-то новое и уникальное в экосистему Mint-Layer и каким-то образом приближают проект к цели – сделать биткоин более полезным и совместимым со всеми вариантами использования децентрализованных финансов. Большинство инвестиций будут варьироваться от 50 тысяч долларов до 200 тысяч долларов. Также реализована программа инкубатора. Если у вас есть уникальная идея, проект поможет вам перейти от идеи к статусу единорога. Кто не знает, статус единорога – это проект, который набрал market cap более 1 миллиарда долларов.
Эти программы предназначены для проектов, которые все еще находятся на самых ранних стадиях разработки и которым требуется наставничество. У проекта есть ускорительные программы. Эти программы предназначены для опытных команд с четкой идеей и планом действий. Вы отправитесь со своей командой на встречу со старшими венчурными капиталистами и консультантами, которые возьмут вас под свое крыло, помогут собрать средства и выйти на рынок в соответствии с намеченным графиком. Есть также инициатива грантов, поскольку проект за бесплатную разработку с открытым исходным кодом. Если у вас есть идея, которая может создать ценность в экосистеме MintLayer, но не связана с выпуском предварительно выделенного токена или созданием потока доходов, то вам следует подать заявку на грант. Давайте посмотрим на дорожную карту проекта, чтобы понимать временные рамки воплощения всего вышесказанного в реальность. В первом квартале 2022 года запуск основной сети, базовая система токенизации и смарт-контракты биткоин скрипта. Во втором квартале программируемые пулы. В третьем планируется базовая система обмена, бесплатный рынок газа для транзакций. В четвертом список контроля доступа для MLS 0.1. В первом квартале 2023 года обновление консенсуса DSA. Дальше у нас идет интеграция с Lightning Network, после чего Atomic Swap DEX с распределенной хэш-таблицей. И в четвертом квартале 2023 года MLS 0.2 конфиденциальные транзакции, о которых мы говорили выше. То есть дорожная карта данного проекта расписана как минимум еще на 2 года. Токеномику данного проекта мы можем найти в white paper. Всего будет выпущено 400 миллионов токенов MLT. На pre-seed sale, то есть это тот сейл, который предшествует сиду, выделено всего лишь 0.63%. На seed sale 13.65%. На launch pool Fair Sale, что считается справедливым сейлом, 2% 12%. На пресейл, который будет проходить на веб-сайте, 1.03%. Для стратегического раунда с длинным вестингом 13%, для короткого раунда 6,5%. На публичный сейл выделено 5.5%. Маркетинг 12%, разработка 10%, на комьюнити 5%, для команды 12,5%. И в резерве оставили 18.62% токенов. Здесь не совсем обычная токеномика, потому что справа в колонке есть тип вестинга. И, соответственно, мы можем посмотреть по циферкам, к какому типу вестинга относится данная категория. К примеру, если брать маркетинг и листинг, то unlock будет составлять 12% на листинге, после чего 8% спустя следующих 11 месяцев. На стратегический короткий вестинг на листинге выделено 10%, после чего 6% ежемесячно на протяжении следующих 15 месяцев. Если брать стратегический длинный вестинг, то, соответственно, нам нужно найти циферку 5, и у нас здесь будет 4 месяца клифа после ТГЕ, то есть на листинге мы не получим никаких токенов, и спустя 4 месяцев мы получим 2% ежемесячно на протяжении следующих 10 месяцев и потом 4% на протяжении следующих 20 месяцев. То есть пятый тип у нас будет длиться на протяжении следующих почти 3 лет. Если вы будете участвовать в паблик-сейле, то вестинг периода у вас нету. А это значит, что 100% ваших токенов вы получите на листинге. В Твиттере на данный проект подписаны несколько венчурных фондов, а также Launch Pool, платформа, на которой проходил сейл. С необычных моментов, что для того, чтобы поучаствовать в MintLayer, было залочено почти 4 миллиона токенов L-Pool на сумму $15 миллионов, застейканных для того, чтобы получить доступ к предварительной продаже MintLayer на сумму $600 тысяч США. Это соотношение переподписки 25:1, что побило рекорды Launch Pool и привело к самому большому увеличению подписки, когда-либо проводившемуся на данной платформе. На этом будем заканчивать обзор. Не забудьте лайки и, конечно же, подписку на канал. До скорой встречи в новых роликах.